Всем привет! Это Ярослава, и это канал для тех, кто изучает русский язык. И на этом канале мы читаем новости, мы читаем разные интересные новости. И сегодня я принесла вам новость, которая шокировала весь русскоязычный интернет. Все обсуждали это несколько дней. А вы знаете, что в современном мире, если новость обсуждают несколько дней, это, что-то очень большое. Итак, что обсуждали, о чем говорили люди? Да, это будет такая короткая статья. Мы прочитаем эту короткую статью, и мы посмотрим разные мемы, которые делали люди. Итак, перед тем, как мы начнем, пожалуйста, поставьте этому видео лайк, если вам нравятся такие короткие, смешные новости. Подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. И давайте начнем. Да, конечно. В описании есть ссылка на бесплатный PDF-файл, чтобы вы могли повторить все интересные слова из этой статьи. Ну что, как вы видели, сегодня мы будем говорить о Павле Дурове. Павел Дуров — это российский программист, предприниматель, бизнесмен. Сейчас он известен как основатель "Телеграма". Да, он основал "Телеграм". Еще до этого он был основателем сайта "ВКонтакте". Я не знаю, знаете вы, что такое "ВКонтакте" или нет. Это российский аналог "Фейсбука", и он придумал "ВКонтакте", он его сделал, и много-много-много-много лет он был там главным. Но потом, российское правительство ему сказало: "Хватит". Итак, что случилось? Да, вот такой, Павел Дуров. Но скажу сразу, его все любят. Конечно, если вы зайдете к Павлу Дурову, в "Инстаграм", вы увидите, что он публикует фотографии, примерно такие, без футболки, но его все обожают, его все любят. И, ну, Павел Дуров — это наша гордость. Итак, что сделал Павел Дуров? Павел Дуров очень буквально воспринял выражение "занимайтесь любовью, а не войной". Да, сейчас мы об этом узнаем. Итак, Павел Дуров сказал: "У меня больше 100 детей, 100 биологических детей". И все остальные другие люди, как они отреагировали? Все остальные люди сказали: "О нет". Он начал лично делать новых пользователей "Телеграма". Лично значит сам, персонально. Пользователи — это люди, которые используют какой-то сервис или какой-то сайт, какую-то социальную сеть. Например, здесь пользователи "Телеграма", или все пользователи айфонов, или все пользователи, не знаю, "ВКонтакте", неважно. Конечно, все начали обсуждать эту новость и делать мемы. Мы эти мемы, я их собрала, мы эти мемы все посмотрим сегодня в конце, после статьи. И пока мы еще не начали читать, я вам скажу, что я вас приглашаю в конце августа, да, в конце августа на мой четвертый вебинар. Почти раз в месяц я делаю вебинары, где я рассказываю о русской культуре, об истории и о том, как это можно использовать в своей речи. И четвертый вебинар будет о современной политике и мемах. Поэтому, если вам интересно узнать, что было после распада СССР, если вам интересно ориентироваться
классических русских мемов, пожалуйста, приходите. Ссылка в описании. А сейчас мы начнем читать. Итак, создатель Telegram. Создатель– это человек, который создал или создал, есть два варианта ударения, что-то. Ну, во-первых, создатель– это Бог, он, можно говорить, создатель, потому что он создал всю Землю, весь мир. В чем разница сделать и создать? Ну, я думаю, вы понимаете уже в контексте. Создать это что-то уникальное, что-то, ну, невероятное. Нельзя сказать, например, что сегодня я создал, не знаю, домашнее задание. Конечно, нет, потому что создать это что-то новое, как я уже сказала, уникальное. Итак, создатель Telegram Павел Дуров в своем официальном канале в Телеграме рассказал, что стал биологическим отцом более чем 100 детей. По его словам, в первый раз, впервые, он стал донором спермы 15 лет назад. Об этом, стать донором спермы, его якобы попросил друг. Якобы. Ну, это хорошее слово. Якобы это разговорный вариант, разговорное слово, и значит, может быть, вероятно, или точнее, кажется. Мы не знаем точно, так говорит легенда, но это вообще не факт. Это не фактическая информация. Якобы, по легенде, например, так. Об этом его якобы, по легенде, попросил друг, который рассказал, что они с женой не могут иметь детей. Кстати, другой синоним– это завести ребенка, ну или завести детей. Другой синоним, который вы, может быть, слышали. Пара не может завести ребенка. Но иметь детей– это скорее вообще. В клинике Дурову пожаловались на нехватку высококачественного донорского материала. Значит, когда Дуров пришел в клинику, там ему пожаловались. Вот это очень частая структура в русском языке. У нас есть глагол «пожаловались», но мы не знаем, кто. Здесь не говорят, кто. Это был доктор, это были медсестры. Кто пожаловался, мы не знаем. Но в данном контексте нам не важно кто. В клинике Дурову пожаловались какие-то люди из клиники, кто там работает. Или, например, в дверь постучали. Очевидно, что это был один человек. Логично, в дверь постучали. Но мы не знаем, кто это был. И, в принципе, все равно. Поэтому мы говорим множественное число. Да, или, например, мне позвонили из банка. Сегодня мне позвонили из банка. Кто-то позвонил, мы не знаем кто. Логично, что это был один человек, а не 10 человек разговаривали с тобой по телефону. Но мы говорим во множественном числе, потому что нам все равно, кто позвонил. Мне сегодня позвонили из банка и сказали, что, не знаю, что у меня долг. Так вот, в клинике Дурову пожаловались. Вот это как я люблю жаловаться в своих видео, что что-то плохо. И здесь ему рассказали, Дурову рассказали, что нет высококачественного донорского материала. Нехватка, не хватает, недостаточно. Нехватка, да, не хватает чего-то. Этого мало. Для всех не хватает. И предложили сдавать больше спермы, чтобы помочь большему количеству семейных пар. Дуров, конечно, понял, что он может помочь не только парам России, но парам во многих-многих странах. И, судя по всему, вот это слово «судя», «судить», «судья», который в суде выносит решение, и
Другой синоним, судя по всему, например, в итоге, в результате предприниматель согласился. Предприниматель — это бизнесмен, по-другому мы можем так сказать. В английском языке вы тоже знаете, что, я, конечно, говорю про английский язык, потому что я еще не знаю испанский. Вы знаете, что в английском языке тоже есть другое слово бизнесмен, логично, и предприниматель entrepreneur, который что-то предпринимает, который начинает новое действие, новое дело. И все, Дуров согласился. Он сказал, да. В итоге, как он утверждает, так, давайте сейчас сделаем разницу. Вот судя по всему и в итоге. Судя по всему, это значит, мы делаем этот вывод. То есть, если взять все аргументы, мы приходим к этому выводу. Сложно объясняю или не очень? В итоге, в результате, судя по всему, это получается так. Значит, в итоге, как он утверждает, по словам предпринимателя, по словам Дурова, к 2024 году его донорский материал помог более чем 100 парам из 12 стран стать родителями. Сам Дуров заявил, что хочет открыть доступ к своей ДНК. Итак, ДНК — это... Я посмотрела в интернете, чтобы на всякий случай сказать это правильно. Итак, ДНК — это дезоксирибонуклеиновая кислота. Я умею выговаривать «эйфятлоекюдл», но я не умею выговаривать дезоксирибонуклеиновая кислота. Вот, получилось. Ура! Итак, он хочет открыть доступ к своей ДНК. ДНК — это специальная цепь в нашем теле, в которой есть вся информация о человеке. Он хочет открыть доступ к этой информации, чтобы его биологическим детям было легче найти друг друга. Какой благородный человек. В соцсетях, в социальных сетях тут же вспомнили, что в Википедии есть целый список многодетных отцов. И Дуров в лучшем случае входит в первую тридцатку. Значит, топ-30. Первая тридцатка — топ-30. Первая двадцатка — топ-20. Первая десятка — топ-10. Первая пятерка — топ-5. Первая четверка, тройка, двойка и первое место. На первом месте списка Чингисхан, у которого, по самым оптимистичным оценкам, было не меньше 1000 детей. Я думаю, Павел Дуров еще молодой человек. Я думаю, у него есть все шансы обойти Чингисхана. А сейчас, чтобы еще раз все вспомнить, давайте прочитаем эту статью еще один раз. Раньше мы так делали всегда. Я не знаю, почему я перестала читать полностью потом. Итак, создатель Telegram Павел Дуров в своем официальном канале рассказал, что стал биологическим отцом более чем 100 детей. По его словам, впервые он стал донором спермы 15 лет назад. Об этом его якобы попросил друг, который рассказал, что они с женой не могут иметь детей. В клинике Дурову пожаловались на нехватку высококачественного донорского материала и предложили сдавать больше спермы, чтобы помочь большему количеству семейных пар. Судя по всему, предприниматель согласился. В итоге, как он утверждает, к 2024 году его донорский материал помог более чем 100 парам из 12 стран стать родителями. Сам Дуров заявил, что хочет открыть доступ к своей ДНК, чтобы моим биологическим детям было легче найти друг друга. И он уже сделал телеграм, чтобы
Его биологическим детям тоже было легче найти друг друга. В соцсетях тут же вспомнили, что в Википедии есть целый список многодетных отцов, и Дуров в лучшем случае входит в первую тридцатку. На первом месте списка Чингисхан, у которого по самым оптимистичным оценкам было не меньше 1000 детей. А как раз вот этот список, и здесь пользователь социальной сети Twitter, или, как говорят, X, написал: Павел Дуров ворвался в этот рейтинг просто с ноги просто. Что значит с ноги? Если я вам покажу картинку, то вы сразу поймете, когда вы открываете, или не вы, кто-то открывает дверь ногой очень агрессивно, очень активно, да, очень уверенно ворваться с ноги. Открыть дверь, да, открываю дверь. И в русском языке мы используем другие слова для для направления, как открывать двери. В английском языке это pull, push, pull — тянуть, push — давить, а в русском языке мы говорим на себя, то есть ко мне на себя или от себя. Вот и все. Я нашла тоже смешную картинку. Это я с ноги врываюсь войти в свои 35. Читаю про питонов в Википедии. Вот это буквально я год назад, когда я проходила курс по Data Science, и я не скажу, что я пыталась ворваться, войти, но было интересно. И я думаю, что я, может быть, даже что-то помню из питона. Ну ладно. Итак, вот этот список из Википедии. На вот 114, 114, 110. Ну, Павел Дуров будет тоже где-то здесь. Так, следующий мем, следующая смешная картинка. Миньоны, Пашка Дуров и его дети. Знакомство. Очень мило, я считаю. Ну, кстати, как я уже сказала, к Павлу Дурову все относятся очень положительно. Я не знаю ни одного человека, я не знаю никого, кто мог бы сказать что-нибудь, даже немного негативное о нем. Вот честно. Я думаю, что самое негативное, и даже это даже не критика. Люди просто могут смеяться над его фотографиями без футболки, но это такой добрый смех. Н Никто не критикует его. Ну, конечно, это же Павел Дуров. Что там критиковать? Или, да, вот такие фотографии он у себя публикует. Есть фраза, известное выражение, пословица: «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей». Ну, потому что дружба лучше денег, правильно? Но Павел Дуров сказал: «Не имей 100 рублей, а имей 100 детей». Тоже хорошо. Или Павел Дуров встречается со своими детьми, как Нео из «Матрицы». Павел Дуров решил проведать, то есть узнать, как у них дела, проведать. Например, бабушка живет одна, и внуки приходят проведать ее, то есть они приходят в гости, чтобы узнать, как дела. Это проведать. Прийти к кому-то, чтобы узнать, как дела у этого человека. Недавно, кстати, мы говорили, простите за офф-топ, недавно я вспомнила о рекламе Red Bull. Вы знаете, что у Red Bull есть реклама Red Bull gives you wings? Но в русском языке это только одно слово. Red Bull окрыляет. Gives you wings и окрыляет. Так вот, здесь прийти к кому-то, чтобы узнать, как у этого человека дела, это одно слово — проведать. Дуров решил проведать в клинике, как дела у его детей. И тоже кадры «Звездных войн». 200 тысяч единиц уже готовы, и еще миллион на подходе. Это все? Это все мемы на сегодня?
Ну что, дорогие друзья, такая небольшая интересная история. И не забудьте скачать PDF к этому эпизоду. И не забудьте, да, если вы хотите, приходите на вебинар. И жду вас в своем телеграм-канале. Видите, не только у Павла Дурова есть телеграм-канал, у меня тоже есть телеграм-канал. Всем пока!